Урок 1. Обновление гардероба. Привет, Анна. Я подумываю обновить свой гардероб. Как ты относишься к классическим образам? Привет, Джон. Я большой поклонник неподвластного времени универсального стиля. Что-то вроде светло-голубой пуговицы всегда выигрывает. А да, звучит отлично. Мне нравится идея более непринужденной и комфортной атмосферы. Определенно. Светло-синий, такой классический цвет, который подходит ко всему. Точно, у него тот непринужденный, но в то же время изысканный вид, к которому я стремлюсь. Какие еще предметы гардероба вы бы порекомендовали? Хорошо сидящие чиносы или цвета хаки — всегда хороший выбор. И не забудьте классические кожаные туфли или кроссовки. Отличный звонок. Я хочу найти баланс между стилем и при этом чувствовать себя самой собой. Понимаете? Абсолютно. Эти неподвластные времени универсальные изделия позволят вам выразить свой индивидуальный стиль и при этом выглядеть как единое целое. Именно так. Думаю, теперь у меня есть хороший план на игру. Пора заняться покупками. Урок 2. Удивительный опыт. Привет, Анна. Я слышала, что новый ресторан в городе потрясающий. Тебе обязательно стоит его попробовать. Правда. Что делает его таким удивительным? Конечно, я слышал, что еда очень вкусная, а атмосфера очень уютная и гостеприимная. Не забудьте также попробовать некоторые из их фирменных коктейлей. Я слышала, что они совершенно уникальны. Конечно, мне не терпится испытать все это на себе. Это будет потрясающий вечер. Уверен, что так и будет. Расскажи мне, что ты думаешь после отъезда. Сгодится. Я обязательно расскажу вам все подробности. Звучит неплохо. Наслаждайтесь потрясающими впечатлениями. Спасибо, я уверена, что смогу. Урок 3. Дилемма отеля. Доброе утро, Анна. Мне нужен твой совет по кое-чему. Конечно, что бы вы хотели узнать? Что ж, я остановился в этом отеле, и за обслуживание номеров взимается плата. Что скажешь? Взимается ли плата? Это немного необычно. Это хотя бы хороший отель. Да, но я не уверен, что плата того стоит. Что бы вы сделали в моей ситуации? Я бы, наверное, просто заказал в ресторане отеля. Таким образом, вы избежите платы за обслуживание в номерах. Хорошие замечания. Я тоже об этом думала. Спасибо за совет. Без проблем. Рад помочь. Приятного вам отдыха. Сделаю. Еще раз спасибо. Урок 4. Движение за избирательное право женщин. Привет, Анна. Вы знали, что Вейминг стал первой частью Соединенных Штатов, где женщинам разрешили голосовать? В самом деле, я этого не знал. Когда это произошло? Это было еще в 1869 году, еще до того, как избирательное право женщин стало национальным движением. Ого, это так интересно. Не могу поверить, что Вейминг в то время был настолько прогрессивным. Знаю, удивительно, сколько людей считают, что женщины не должны иметь права голоса.
Думать об этом безумно. Я рада, что движение за женское избирательное право в конце концов добилось успеха. Я тоже. Это важная часть нашей истории, о которой мы все должны знать. Абсолютно. Спасибо, что поделились со мной этой историей, Джон. Конечно, в любое время. Урок 5. Декорирование для жизни и красоты. Доброе утро. Анна, я подумываю о косметическом ремонте своей гостиной. Есть идеи. А, это захватывающе. Какой образ ты хочешь? Мне бы очень хотелось привнести в космос больше жизни и красоты. Понимаете? Сделайте так, чтобы здесь было действительно уютно и уютно. Согласен, звучит прекрасно. Думали ли вы добавить несколько комнатных растений? Они действительно могут оживить комнату. Отличная идея. Кроме того, это прекрасный способ насладиться природой в помещении. Именно так. А может быть, и мягкое теплое освещение. Это действительно может поднять настроение. Конечно, мне придется присмотреться к красивым напольным светильникам или настенным бра. Звучит отлично. Уверен, что бы вы ни делали, все получится прекрасно. Надеюсь, что да. Спасибо за замечательные предложения. Урок 6. Встреча на станции. Привет, Анна. Мой поезд прибывает в 3 часа дня. Встретимся на стойке информации. Звучит неплохо, Джон. Я буду там, чтобы поприветствовать тебя. Отлично. Я с нетерпением жду этого. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз встречались. Я тоже. Нам так много нужно наверстать упущенное. Абсолютно. Мне не терпится узнать все о ваших недавних путешествиях. Мне не терпится поделиться с вами своими приключениями. Есть ли у вас какие-либо планы на нашу встречу? Я подумала, что мы могли бы перекусить в новом кафе рядом со станцией. Отличная идея. Я слышала, что у них потрясающая выпечка. Отлично. Тогда это план. Скоро увидимся на стойке информации. Урок 7. Наслаждение ароматами. Привет, Анна. Как прошло путешествие? Я слышал, вы побаловали себя вкусными морепродуктами. Это было потрясающе, Джон. Свежие морепродукты были необычными. Приятно это слышать. Какие блюда были твоими любимыми? Мне очень понравилась рыба на гриле, а креветки были просто восхитительны. Звучит просто аппетитно. Жаль, что я не смог побывать там и попробовать его. Что ж, в следующий раз тебе придется пойти со мной. Прибрежная кухня действительно потрясающая. Я определенно готова к этому. Куда нам отправиться в наши следующие приключения с морепродуктами? Как насчет очаровательного маленького приморского городка, в котором мы побывали прошлым летом? Морепродукты там были просто невероятными. Отлично, не могу дождаться. Давайте скоро начнем планировать нашу поездку. Урок 8. Открытие новых горизонтов. Утро. Я слышала, что недавно у тебя открылись глаза.
Да, Джон. У меня была возможность познакомиться с армией и британскими вооруженными силами. Это очень интересно. Что вызвало у вас интерес к этой области? Что ж, меня особенно привлекали молодые курсанты и их преданность делу. Думаю, это было вдохновляющее зрелище. Что вы извлекли из этого опыта? Это действительно заставило меня оценить дисциплину и целеустремленность в армии. Здорово, что у вас была возможность взглянуть на это с такой точки зрения. Абсолютно. Это открыло мне глаза на совершенно новый мир возможностей. Я рада это слышать. Всегда полезно расширять свой кругозор. Урок 9. Важность семьи и света. Доброе утро. Я слышал, вы размышляли над более глубокими темами. Да, Джон. Я много думала о значении семьи и света. Это удивительная комбинация. Что приходило вам в голову? Что ж, я всегда считал, что развитие крепких семейных уз очень важно. Не могу не согласиться с этим. Чувство принадлежности и поддержки, которое присуще семье, бесценно. Именно так. А еще я размышлял о роли света в нашей жизни. Интересно. Как вы видите связь между семьей и светом? Для меня свет — это руководство, тепло и свет, которые может дать семья. Это прекрасный взгляд на это. Как будто семья может стать маяком в нашей жизни. Урок 10. Испанское завоевание и поиск золота. Привет, Анна. Я слышала, что вы вникали в некоторые интересные исторические темы. Да, Джон. Я изучал испанских конкистадоров и их поиски золота. Ах, эпоха исследований и стремления к сокровищам. Что вы обнаружили? Что ж, интересно видеть, как испанцев изначально привлекала перспектива добычи золота. Абсолютно. Соблазн богатства и богатства, должно быть, был мощным мотиватором. Действительно. Но по мере того, как они осваивали новые земли, их внимание изменилось. Понимаю. Что еще обнаружили испанские завоеватели после первой золотой лихорадки? Они начали осознавать важность создания поселений и изучения культуры. Интересно. Таким образом, завоевание вышло за рамки простого стремления к материальному богатству. Урок 11. Культурный обмен. Здравствуйте, Анна. Вы слышали о новом культурном фестивале, который состоится в эти выходные в центре города? Нет, у меня нет. В чем все дело? Это праздник разных культур со всего мира. Здесь будут музыка, танцевальные представления и аутентичная кухня. Звучит потрясающе. Мне бы очень хотелось это проверить. Какие культурные традиции будут представлены? Что ж, я знаю, что у них будет раздел, посвященный искусству и ремеслам коренных американцев. А еще будет выступать китайская акробатическая труппа.
Я всегда хотела увидеть китайских акробатов вживую. Этот фестиваль как раз в моем переулке. То же самое и здесь. Мне особенно приятно попробовать продукты питания от международных поставщиков. Я слышала, что они едят все, от мексиканских тако до индийского карри. МММ. При одной мысли об этом у меня слюнки текут. Нам следует спланировать пойти вместе и посвятить этому день. Абсолютно. Для нас это будет отличный способ познакомиться с различными культурами и традициями. Урок 12. Покупка канцелярских товаров. Привет, Анна. Мне нужно купить новые канцелярские принадлежности. Хочешь пойти со мной? Конечно, мне бы очень хотелось. Что ты ищешь? Что ж, мне нужен новый блокнот, несколько ручек и, возможно, несколько ярких маркеров. Я обожаю заглядывать в магазин канцелярских товаров. Всегда есть много интересных и креативных вариантов. Определенно. На этот раз я надеюсь найти элегантный ноутбук в стиле минимализма. Уверена, мы сможем найти то, что соответствует вашему стилю. А еще мы можем поискать симпатичные декоративные ручки. Отличная идея. Мне бы очень хотелось добавить нотку индивидуальности своим канцелярским принадлежностям. Именно так. Канцелярские принадлежности — идеальный способ привнести немного индивидуальности. Хорошо, пойдем в магазин и посмотрим, что у них есть. Мне не терпится увидеть, что бросается в глаза. Урок 13. Оформление заказа. Хорошо, думаю, это все, что есть в нашем списке покупок. Готовы отправиться на кассу? Ага, у меня все готово. Пойдем заплатим за эти вещи. Отлично. Сегодня очереди не выглядят слишком длинными. Надеюсь, мы уйдем отсюда в кратчайшие сроки. Согласовано. И не забудьте взять с собой многоразовые сумки. Мы не хотим выбрасывать пластик впустую. Good call. I've got them right here. All right, let's get in line and get this done. After this, we can head home and start cooking that delicious meal we planned. Абсолютно. Я уже проголодался, просто подумав об этом. Эта поездка по магазинам удалась. Определенно. У нас есть все необходимое, и теперь пришло время насладиться плодами нашего труда. Не могу дождаться. Хорошо, давайте сделаем это. Далее в кассе. Урок 14. Прощание с лидером. Привет, Анна. Вы слышали новости об уходе нашего общественного лидера? Да, я так и сделала. Это, безусловно, конец целой эпохи. Они отлично защищали наш город. Абсолютно. Они внесли много позитивных изменений и действительно объединили сообщество. Мне будет не хватать их лидерства и видения. Они оставили невероятное наследие. Определенно. Мы должны сделать что-то особенное, чтобы почтить их время пребывания в должности и попрощаться с ними должным образом. Это прекрасная идея. Возможно, мы сможем организовать общественное мероприятие или почтить их память. Отличное предложение. Мы должны приступить к этому прямо сейчас, чтобы сделать его по-настоящему незабываемым.
Определенно. Это наш шанс выразить нашу признательность и благодарность за их тяжелую работу. Согласовано. Давайте сделаем их прощание незабываемым. Они не заслуживают меньшего. Урок 15. Путешествие без проблем. Привет, Анна. Скоро я планирую большое путешествие. Есть ли у вас какие-либо советы, как облегчить путешествие? Абсолютно. Одна из самых важных вещей — убедиться, что у вас все документы в порядке. Хорошие замечания. Мне нужно будет перепроверить свой паспорт и убедиться, что он обновлен. Именно так. И не забудьте изучить требования к въезду во все страны, которые вы собираетесь посетить. Понял. Я позабочусь об этом заранее. Еще один совет. Возьмите с собой легкую упаковку и возьмите с собой только самое необходимое. Так вы сможете легко добраться до аэропорта. Отличная идея. Я обычно перегружаю вещи, поэтому над этим мне придется поработать. И обязательно используйте резервный способ оплаты, например, кредитную карту, на случай потери или кражи основной карты. Отличное предложение. Я позабочусь об этом. Урок 16. Персональный стилист. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы нанять личного стилиста? Это действительно поможет вам выглядеть как можно лучше. Знаете, я уже думала об этом раньше. У вас есть опыт работы с персональными стилистами. На самом деле, я пользуюсь им уже несколько месяцев. Это так изменило правила игры. Они действительно понимают мой стиль и то, что мне нравится. Это интересно. В чем вам помогает стилист? Все. От выбора нарядов для работы до поиска идеальных вещей для особых событий. Они даже помогают мне навести порядок в шкафу и избавиться от вещей, которые я больше не ношу. Ух ты, звучит очень полезно. Мне всегда трудно создать целостный образ. Возможно, мне тоже стоит поискать стилиста. Я очень рекомендую его. Это избавит вас от лишних догадок при одевании и позволит вам всегда выглядеть собранно. Хорошо, вы меня убедили. Думаю, я поговорю с несколькими местными стилистами и посмотрю, смогу ли я найти подходящую модель. Спасибо за предложение, Джон. В любое время. Дайте мне знать, если вам нужны какие-либо рекомендации. Я с радостью поделюсь именем стилиста, которым пользуюсь. Урок 17. Четкая коммуникация. Доброе утро. Анна, я хотела поговорить с тобой о чем-то важном. Конечно, в чем дело? Речь идет о новом проекте, над которым мы работаем. Думаю, очень важно создать четкие каналы коммуникации в команде. Безусловно, коммуникация играет ключевую роль. Что вы имели в виду? Что ж, я подумала, что мы могли бы организовать ежедневную регистрацию, чтобы все были в курсе событий. И, возможно, общий документ для отслеживания действий и сроков их выполнения. Звучит как отличная идея. Регулярные проверки и центральный центр информации о проекте помогут нам оставаться в курсе событий. Именно так. Я также считаю, что нам следует назначить координатора по каждому направлению работы, который будет отвечать на вопросы на местах и предоставлять обновленную информацию. Отличный звонок.
Таким образом, у нас есть специальные контактные лица, а не все, кто будет атаковать всю команду. Абсолютно. Я поработаю над формализацией всех этих протоколов связи. Дайте мне знать, если у вас есть другие предложения. Урок 18. Сравнение путешествий. Привет, Анна. Я хотела узнать твое мнение о чем-то. Конечно, в чем дело? Что ж, мне немного трудно сравнить свой прогресс с другими достижениями в нашей отрасли. Иногда бывает сложно не чувствовать себя отстающим. Я прекрасно понимаю это чувство. Сравнивать бывает очень сложно, особенно в конкурентной среде. Именно так. Я знаю, что каждый идет своим путем, но трудно не зациклиться на нем. Определенно. Помните, что то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Ваш путь уникален для вас. Это хорошие замечания. Думаю, мне просто нужно сосредоточиться на своем собственном росте и успехах, а не беспокоиться о том, как обстоят дела у других. Абсолютно. Оставайтесь на своей дорожке и радуйтесь своим победам, большим или маленьким. Это самое главное. Вы правы. Я постараюсь изменить свое мышление и не зацикливаться на сравнении себя с другими. Это незавершенная работа, но я знаю, что она важна. Урок 19. Рекомендации по пляжу на Бали. Бали — такое прекрасное место. Я побывал там на нескольких пляжах, которые определенно могу порекомендовать. Отлично. Я хотел бы услышать ваши лучшие подборки. Я хочу провести там время с пользой. Что ж, один пляж, который мне очень понравился, был пляж Куда. Белый песок и бирюзовая вода потрясающие. Пляж куда? Понял. А что там с атмосферой? Это скорее сцена вечеринки или более расслабленная? Это определенно более расслабленная сторона. Идеально подходит для того, чтобы просто понежиться на солнце, поплавать и заняться сноркелингом. Звучит идеально. А как насчет других пляжей, которые вы бы посоветовали посетить? Еще один замечательный пляж. Пляж Паданг-Паданг. Здесь действительно крутая, непринужденная атмосфера серфинга. Звучит как раз в моем переулке. Я тоже обязательно добавлю его в свой список. Определенно. И вы не можете пропустить пляж Кангу, если хотите увидеть потрясающие закаты. Урок 20. Важность сети. Привет, Анна. Могу я спросить тебя о твоей карьере? Конечно, в чем дело? Что ж, в последнее время я много думаю о важности налаживания связей. Прилагаете ли вы усилия, чтобы связаться с профессионалами в своей области? Честно говоря, не так много, как мне следовало бы. Почему вы спрашиваете? Я только что поняла, насколько это важно, особенно для карьерного роста и продвижения по службе. Вы делаете хорошие замечания. Мне определенно нужно начать уделять этому больше внимания. Да, я сам стараюсь действовать более активно. Общение с людьми, посещение отраслевых мероприятий и тому подобное. Отличная идея. Наверное, мне следует сделать то же самое. Какие-нибудь советы, с чего начать? Что ж,
Я бы порекомендовал составить список ключевых людей или организаций, с которыми вы хотите связаться. Тогда просто начните общаться, представиться и посмотреть, готовы ли они пообщаться. Урок 21. Строительство замков из песка и плавание. Привет, Анна. Помнишь, как весело мы вместе строили замки из песка на пляже прошлым летом? Конечно, Джон. Это были прекрасные времена. И мне нравилось купаться в озере со всеми остальными детьми. Я тоже. С другими детьми было очень весело играть. Мы часами превращали песок в удивительные замки. Определенно. А потом мы аккуратно украсили их ракушками и корягами. Это было похоже на создание собственных маленьких королевств. Абсолютно. А поплескаться в прохладном освежающем озере было идеальным способом освежиться после этого. Определенно. Это были лучшие летние дни. Жаль, что мы не можем вернуться и повторить все заново. Я тоже. Я всегда буду дорожить этими воспоминаниями вместе с вами. То же самое, Джон. Это были действительно особенные времена. Конечно. Я так рада, что нам удалось испытать это вместе. Урок 22. Смена времен года. Привет, Анна. Ты заметила, как в последнее время меняется погода? Да, действительно начинает казаться, что весна уже не за горами. Повсюду распускаются цветы. Знаю, дождя тоже стало гораздо больше. Но я не против. Приятно видеть, как все снова оживает. Абсолютно. И вы знаете, что это значит? Лето не за горами. Не могу дождаться. Теплое солнце, длинные дни, веселые мероприятия на свежем воздухе. Определенно. Мы сможем проводить больше времени у озера и снова устраивать грандиозные вечеринки у бассейна. Абсолютно. Переход от весны к лету всегда такой волшебный. Я согласен. Как будто мир просыпается после долгого зимнего сна. Я не мог сказать этого лучше. Я уже с нетерпением жду нашего веселья. Урок 23. Доверие другим. Привет, Анна. Могу я у тебя кое-что спросить? Конечно. О чем ты думаешь? Что ж, меня немного беспокоят некоторые обещания, которые люди дали мне в последнее время. Понимаю. Тяжело, когда вы не можете полностью поверить в то, что другие последуют их примеру, не так ли? Именно так. Я часто сомневаюсь в их истинных намерениях, даже если они кажутся искренними. Я понимаю это чувство. Важно быть проницательным, но постарайтесь не быть слишком циничным. Вы правы. Я не хочу измучаться, но мне тяжело, когда тебя раньше разочаровывали. Знаю, но постарайся помнить, что не все хотят тебя обмануть. Некоторые люди действительно хотят вас поддержать. Я постараюсь иметь это в виду. Просто иногда трудно открыться, понимаете? Урок 24. Проверка технических характеристик. Привет, Анна. Могу я задать тебе небольшой вопрос о чем-то?
Конечно, в чем дело? Я пытаюсь выяснить требования к напряжению нового устройства, которое я только что купил. Вы знаете, где я могу это проверить? Дай мне подумать. Обычно вы можете найти эту информацию в руководстве пользователя устройства или на веб-сайте производителя. Хорошо, отлично. Я туда посмотрю. Я просто хочу убедиться, что я использую с ним правильный адаптер питания. Отличный звонок. Использование неправильного напряжения может привести к повреждению устройства, поэтому важно перепроверить его. Именно так. Я не хочу рисковать, особенно если речь идет о дорогих технологиях. Определенно. Детали напряжения должны быть где-то четко указаны. Если вы не можете его найти, попробуйте связаться со службой поддержки компании. Отличная идея. Я свяжусь с ними, если не смогу найти его самостоятельно. Спасибо за совет. Урок 25. Изобретение бифокальных очков. Привет, Анна. Вы знали, что Бенджамин Франклин изобрел действительно классные очки? Нет, я этого не сделала. Какие очки он изобрел? Он создал нечто под названием бифокальные очки. Это очки с двумя разными показателями прочности линз в одной оправе. Ух ты, это потрясающе! Как работают бифокальные очки? Верхняя половина объектива предназначена для дальнего видения, а нижняя — для задач с близкого расстояния, таких как чтение. Это гениально! Я вижу, как это было бы очень полезно, особенно когда ты становишься старше. Именно так. Франклину пришла в голову эта идея, потому что ему было трудно переключаться между дистанцией и очками для чтения. Бьюсь об заклад. В то время это изменило правила игры. Наверное, это значительно упростило повседневные задачи. Определенно. Бифокальные очки до сих пор широко используются. Это было действительно инновационное изобретение. Урок 26. Ценная информация в интернете. Привет, Анна. Вы недавно наткнулись на какие-либо интересные истории или информацию в интернете, которые нам следует изучить дальше? Ах да, я нашла несколько вещей, которые казались мне действительно ценными. Позвольте мне рассказать вам о них. Замечательно. Мне не терпится научиться. Что вы обнаружили? Что ж, я наткнулся на статью о некоторых интересных исторических записях, которые теперь доступны в цифровом виде. Очевидно, есть множество первоисточников из прошлого, к которым вы можете получить доступ в интернете. Это потрясающе. Я и не подозревал, что существует так много исторических сведений, которые мы могли бы исследовать. Что вы нашли? Разные вещи, старые письма, дневники, правительственные документы, даже редкие фотографии. Это действительно по-новому оживляет прошлое. Увлекательно. Мне придется выкроить время, чтобы погрузиться в эти архивы. Что еще привлекло ваше внимание в интернете? Я также наткнулся на несколько советов о том, как эффективно исследовать темы в интернете. Такие вещи, как поиск надежных источников, перекрестная проверка информации и использование правильных ключевых слов, чтобы найти то, что вы ищете. Это очень полезно. Мы можем легко потеряться в огромном количестве контента, поэтому наличие этих исследовательских навыков очень важно.
Урок 27. Привет из древних времен. Здравствуйте, Анна. Те приветствия, которые вы использовали, напоминали что-то из древнего свитка. Ты прав, Джон. Я просто немного ностальгировала по простым временам, когда люди приветствовали друг друга более чутко. Я понимаю это мнение, но в эпоху компьютеров и космических кораблей эти древние приветствия могут показаться немного нелепыми. Думаю, вы правы. Возможно, нам удастся найти золотую середину, воплотить в себе очарование старого мира, не переусердствуя. Отличная идея. Как насчет компромисса? Мы можем говорить «доброе утро», а не просто «привет». Мне это нравится. В ней есть нотка прошлого, но при этом она далеко не так уж далека от современной речи. Давай попробуем. Абсолютно. Доброе утро, моя дорогая Анна. Как ты себя ведешь в этот прекрасный день? Тебе тоже доброе утро, Джон. У меня все хорошо, спасибо, что спросили. Великолепно. Здесь есть некая фраза, которую он так и сказал, вам не кажется? Урок 28. Родословная интеллектуалов. Утро. Я хотела спросить, ведь твой дед был столь же восторженно спорен, как твой отец был таким же интеллектуалом и философом, как и ты. Почему, Джон, ты рисуешь прекрасную картину моей семьи? Действительно, когда речь идет об интеллектуальном дискурсе, мы, как правило, довольно активны. Могу только представить. Бьюсь об заклад, ваши беседы за обеденным столом были весьма вдохновляющими. Вы даже не представляете. Мы можем спорить часами подряд. Каждый из нас пытается перехитрить друг друга своим остроумием и аргументами. Звучит одновременно увлекательно и утомительно. Я восхищаюсь преданностью вашей семьи умственной жизни. Это, безусловно, делает вещи интересными. Это точно. Хотя, признаюсь, иногда я жажду немного большей простоты. Я могу это понять. Даже самые эрудированные из нас время от времени нуждаются в отдыхе. Именно так. Возможно, нам стоит взять отрывок из вашей книги, Джон, и найти более сбалансированный подход. Я с радостью поделюсь своими секретами. Хотя я уверен, что интеллектуальное мастерство вашей семьи имеет свои уникальные прелести. Урок 29. Обсуждение деталей. Привет, Анна. Я рада, что мы смогли продолжить предыдущие обсуждения цен и доставки. Безусловно, Джон. Важно уладить все детали. Действительно. Удалось ли нам договориться о структуре ценообразования? Да, думаю, мы это сделали. Насколько я помню, мы остановились на многоуровневой модели ценообразования с оптовыми скидками. Отлично. Я рад, что мы смогли найти взаимовыгодное решение. А график доставки? Думаю, мы остановились на поставках раз в 2 недели, верно? Верно. И сроки оплаты были чистыми 30 дней, если я не ошибаюсь. Точно. Все это я записал в своих записях. Замечательно. Похоже, что тогда у нас все готово. Урок 30. Сбалансированный подход. Утро.
Я подумала, что, возможно, мы могли бы найти более сбалансированный подход к повседневной жизни. Это интересное предложение, Джон. Что вы имели в виду? Ну, вы уже упоминали, что ваша семья так интеллектуально мотивирована. Хотя это и достойно восхищения, это также может быть утомительно. Вы справедливо заметили. Возможно, мы могли бы заняться одним или двумя хобби, чтобы немного отдохнуть. Именно так. Или просто выделите время на чтение большего количества книг для удовольствия, а не только для работы. Мне нравится эта идея. Иногда мы настолько погружаемся в рутину, что забываем позаботиться о себе. Точно. А качественное времяпрепровождение с близкими очень важно, не правда ли? Абсолютно. Мы могли бы спланировать пикник или поход, чтобы отвлечься от привычной рутины. Замечательно. Небольшое равновесие может иметь большое значение для поддержания нашего общего самочувствия. Урок 31. Вкусное угощение. Привет, Анна. Ты знаешь, где можно найти хороший магазин мороженого? Привет, Джон. Я заметил симпатичную маленькую кафе-мороженое на улице. Может, посмотрим? Отличная идея. Я в настроении попробовать холодное сливочное угощение. Я тоже. Интересно, есть ли у них уникальные или необычные ароматы? Было бы здорово попробовать что-то новое. Надеюсь, у них есть мое любимое блюдо – шоколадная крошка. Я сам больше люблю клубнику. Возможно, у них это тоже будет. Уверен, у них будет хороший выбор. Пойдем посмотрим. Определенно. Давайте удовлетворим наших сладкоежек. После тебя. Я прямо за вами. Урок 32. Обновляющие варианты. Привет, Анна. Что бы ты хотела выпить? Думаю, я выпью хорошую холодную колу. Как насчет тебя? Звучит отлично. Я тоже выпью одну. Отлично. Хотите чего-нибудь еще? Нет, кола. Подойдет именно вам. От этой жары мне очень хочется пить. Согласен, освежающий напиток — это именно то, что нам нужно. Абсолютно. Желаю вам избежать обезвоживания в этот теплый день. Ура! Это действительно актуально. Я рада, что мы остановились, чтобы быстро перекусить. Урок 33. Сувениры издалека. Привет, Анна. Как прошло путешествие? Вы привезли с собой какие-нибудь сувениры? Это было потрясающе, Джон. Я привез с собой несколько действительно интересных вещей. Отлично. Мне бы очень хотелось увидеть, что вы нашли. Что ж, я подобрала красивый шарф с уникальным узором. Звучит прекрасно. Бьюсь об заклад. На тебе это будет отлично смотреться. У меня также есть статуэтка ручной работы, изображающая местную культуру. Как увлекательно. Хотелось бы узнать больше о культуре и истории. Конечно, мне не терпится рассказать вам все о своих приключениях.
Замечательно. У меня все уши. Поделись. Урок 34. Легендарный Майкл Джордан. Привет, Анна. Вы смотрели документальный фильм о Майкле Джордане? Да, я так и сделала. Было так увлекательно узнать больше о его легендарной карьере. Абсолютно. Он был не только опытным баскетболистом, но и настоящей культурной иконой. Определенно. То, как он превзошел этот вид спорта и стал мировой суперзвездой, не имеет себе равных. Я согласен. Его влияние на игру и его известность как медийного деятеля одинаково впечатляют. Абсолютно. Он произвел революцию в нашем представлении о спортсменах и их влиянии. Без сомнения. Наследие Иордании поистине многогранно и прочно. Не могу не согласиться с этим. Он оставил неизгладимый след в мире спорта и за его пределами. Хорошо сказано. История Майкла Джордана действительно вдохновляет и достойна празднования. Урок 35. Изучение новых возможностей. Привет, Анна. Ты в последнее время искала новые хобби или занятия? Знаете, у меня есть. Я подумываю попробовать свои силы в танцах. Это захватывающе. Какой танец ты собираешься попробовать? Я пока не уверен, но я готов исследовать разные стили и посмотреть, что мне нравится. Отличный подход. Танцы могут быть таким веселым и полезным хобби. Абсолютно. Я надеюсь найти стиль, который действительно бросит мне вызов и подстегнет мое творчество. Уверена, вы подберете для себя идеальный вариант. Заглядывали ли вы в танцевальные студии или классы в этом районе? Да, я провел небольшое исследование и рассматриваю несколько вариантов. Мне не терпится попробовать что-то новое. Это замечательно. Уверен, вы отлично проведете время, открыв для себя эту новую страсть.